Друзья, всем привет! С вами Братство Академистов. И сегодня мы взяли интервью у Андреаса Мёльснера, экс-депутата Европейского парламента, советника Австрийской партии Свободы и члена студенческого братства. Андреас, для начала хотелось бы рассказать несколько слов про нашу организацию, для того, чтобы задать контекст нашей беседы. Академические корпорации в Российской империи начали возникать, начиная с 1900-х годов. Конкретно академические корпорации возникли в 1903 году на фоне протестов и определенной а, оппозиционной деятельности студентов-социалистов Мгм. в Российской империи. В частности, организовывались общеуниверситетские забастовки, которые срывали занятия и мешали нормальным обычным студентам заниматься своими привычными делами. И на этом фоне из народных масс, из студенческих масс возникли самоорганизующиеся группы студентов, которые так назывались, партии академического порядка, а, которые впоследствии сложились в корпорации. Нам в России сейчас очень сложно представить, какому давлению подвергались эти люди, но это можно назвать одним словом, как культурный обмен, cancel culture. Мгм. Это буквально то, что происходило более 100 лет назад в российских университетах по отношению к академистам. Тем не менее, академисты организовались, активно набирали своих участников и со временем начали пользоваться определенной поддержкой от государственнической части российской элиты, в частности, академистов, так стали называться эти корпорации, поддерживал Петр Аркадьевич Столыпин, и также было несколько аудиенций у императора Николая II. Конечно, со временем наступили тяжелые времена для нашей страны, началась война, и в 1914 году многие академисты отправились на фронт. Таким образом, жизнь корпорации вот этим широким волонтерским добровольческим движением была фактически остановлена. Мне кажется, что тут демонстрируется схожесть корпораций в Германии и в России, что, конечно, члены корпусов, члены корпораций являются той самой патриотической силой, которая встает на защиту своей страны в критический момент, как это было в немецкой истории. Да, большое спасибо за данную информационную справку о братстве академистов. Было очень интересно узнать информацию. Что касается студенческих корпораций в Европе, то они существуют практически с момента основания первых университетов в Европе. В частности, в самом старом университете в Болонье были разделения на определенные национальные категории. Соответственно, бурса, именно так называли именно место проживания студентов, они делились на английской, немецкой, французской. Соответственно, уже от латинского бурса произошло немецкое буршеншафт, то есть товарищество, братство. И когда был основан первый уже немецкий университет в Праге в 1363 году, позднее был основан второй немецкий университет в Вене, и еще впоследствии позже были основаны университеты в Париже, в Сорбонне, тогда уже немецкие студенты, они делились по корпорациям по принципу землячества. Из Тюрингии, из Саксонии, тогда это были независимые королевства, либо курфюршества, и поэтому они и назывались на латинский манер Тюрингия, Франкония, Саксония. То есть представители данных студенческих корпораций, они были разделены уже по территориальному признаку. Позднее, уже в 17 веке, культура студенческих корпораций, она стала неотъемлемой частью именно студенческой культуры Германии, своего рода частью культурного кода страны. Впоследствии подобные корпорации были образованы в Австрии, на территории Балтийских губерний, уже впоследствии Российской империи. И мне кажется, вот эта традиция балтийских студенческих корпораций, она уже и была перенята, в том числе и в царской России. У студентов и у других представителей высшей школы, у профессорского состава, у них была также привилегия, ставившая их на одну ступень с аристократией. У них было право на ношение оружия. И студенты, профессора, они носили рапиру, шпагу, саблю. И таким образом это была привилегированная группа лиц, у которых было свое личное оружие. Таким образом, поскольку традиционно студенческие сообщества были практически приравнены к аристократии, то из студенческих таких корпораций образовывались своего рода ордена. Из этих орденов образовались уже землячества. На основе землячеств формировались так называемые студенческие корпуса.
И начиная с 1817 года они стали называться корпорациями, по-немецки «буршеншафт». И развилась культура студенческого фехтования, по-немецки это «мензуа», это особая специальная техника фехтования рапирой, которая существует до сих пор. Вот, например, у меня здесь фотографии, сделанные 50 лет тому назад, как раз студенческие поединки по фехтованию. Студенческие дуэли, или поединок Мензуркампф, он велся до первой крови. В отличие от римской дуэли, которая была до смерти одного из оппонентов. Соответственно, вот студенческое фехтование или Мензурфехтен, оно велось как раз по специальным правилам. То есть достаточно было просто нанести рану противнику и считалось победой. И одним из столпов студенческих корпораций это был патриотизм. До сих пор основным девизом студенческих корпораций является «Земля, свобода, Отечество». Вот этот девиз, он красной нитью проходит по всей истории студенческих корпораций. И уже в XIX веке, когда была образована Вторая немецкая империя, уже во времена императора Вильгельма, студенческие корпорации, они были фактически становым хребтом всего государственного организма. И очень похоже было в Австрии, но в Австрии все равно вот многие студенческие корпорации ощущали себя все-таки именно немцами по национальному духу. И они действительно ощущали себя, позиционировали как элиту страны, они тщательно соблюдали традиции, и основными принципами, столпами была традиция, честь и свобода. Свобода индивидуального человека и свобода Родины. И что касается последнего немецкого императора Вильгельма II, он сам был выходцем из студенческих корпораций, он активно участвовал в их жизни. В Австрии ситуация была немножко иная. Представители студенческих корпораций, братств, они были достаточно критично настроены к австро-венгерской монархии, кайзеру, поскольку они выступали за немецкое национальное единство. И во время Первой мировой войны, как и во время Второй, так же, как и в царской России, многие представители корпораций пошли добровольцами на фронт, поскольку для них военная служба Отечеству также была одним из ключевых принципов, но также и дух свободы. Поэтому во времена нацистской диктатуры и в Германии, и в Австрии к ним власти относились достаточно критично, поскольку они были слишком свободолюбивы. И на сегодняшний день также существует много таких студенческих корпораций и в Германии, и в Австрии. Они собраны в единую студенческую конференцию или братство. Вот, например, моя корпорация, в которой я долгое время состоял, называется Кур Вандаля. Она находится в Каринтии. И совокупно порядка 20-30 тысяч различных студенческих корпораций. И в них также, соответственно, собрано несколько десятков тысяч активистов вот этих студенческих корпораций, плюс еще есть певческие объединения, певческие союзы, землячество студентов. То есть это как раз элита консервативной молодежи, студенческой, учащейся молодежи, которая проносит вот через столетия традиции национального и университетского духа, и народного духа. И особенность Австрии заключается в том, что Австрийская партия свободы, которую я представляю, она включает в себя большое количество выходцев из подобных студенческих корпораций. И даже больше скажу, активисты студенческих братств, корпораций составляют костяк этой партии. Для наших противников мы, конечно, представляемся ультраправыми, правыми экстремистами, реакционерами, силами тьмы, нацистами и прочими. Сам я провел, например, 10 студенческих дуэлей по нашим правилам, даже несколько шрамов на лице остались. И 3 моих сына, они также сейчас состоят в том же самом студенческом братстве, в котором состоял я в свое время. Спасибо большое за экскурс в историю немецких братств, студенческих немецкоязычных братств. Мы тоже в определенном смысле изучаем историю этих объединений, потому что мы ищем разные источники для вдохновения. С одной стороны, это, конечно же, студенческие объединения Германии, других европейских стран. С другой стороны, это существовавшие в России в разные периоды православные братства, которые сохраняли культуру и традиции на территориях, отторженных от России в отдельные периоды. И с своей стороны я бы выразил всяческую инициативу относительно развития связей и контактов между немецкими и австрийскими студенческими корпорациями и российским братством академистов. И с удовольствием был бы рад вас приветствовать. У нас в нашей корпорации, может быть, даже немножко пофехтовали бы вместе. С большим удовольствием. Я сейчас коротко могу рассказать о том, как вы знаете, в советский период невозможно были любые подобные объединения. И в этой связи, конечно, традиция академических братств в российской
истории прекратилось, но в 2020 году мы стали теми, кто возобновил эту традицию в нынешней, в современной России, постсоветской России. Очень бы хотелось поговорить о том, в чем наши традиции заключаются, какую-то часть мы хотели бы рассказать, и услышать от вас, насколько это пересекается с тем, что происходит у немецких в немецких буршеншафтах. Ну, в первую очередь, конечно, нужно сказать, что мы, как и немецкие братства, являемся пожизненным братством, то есть объединением, которое не заканчивается после выпуска из университета. И в этой связи, конечно, мы стараемся отбирать тех людей, которые попадают в наше сообщество навсегда. Точно так же и у нас члены наших студенческих корпораций, они также пожизненные и принимаются только мужчины. Да, совершенно верно. У нас тоже принимаются только мужчины на данный момент, хотя есть определенные попытки создать сестринство, которые, я знаю, в Германии тоже есть. Если говорить о наших активностях, то помимо того, что мы делаем ради отбора, ради проверки личных качеств, деловых качеств и вообще на то, насколько человек подходит нашей организации, есть некое количество регулярных мероприятий, например, среди них балы, спортивные общие мероприятия. У нас есть русский аналог регби, называется «Кила», в котором мы коллективно играем, тоже таким образом сплачивая свой коллектив и братство. Что касается студенческих корпораций в Германии, в Австрии, то у нас принято так, что максимальный состав одной из корпораций не превышает 100 человек. Поэтому, если речь идет о крупном университетском городе, то в нем могут быть 20 студенческих корпораций, но при этом численность каждой корпорации не превышает сотни. При этом где-то 10 это активные учащиеся студенты. Также большая часть корпораций это уже люди среднего возраста, закончившие университет, и еще группа стариков, уже пожилых, кто делится своим опытом. И проводится все, решение проводится на принципе голосования. Соответственно, собираются конвенты, на которых утверждаются те или иные решения голосованием. Также у каждой корпорации есть свои цвета. Соответственно, вот у нашей корпорации это красно-желто-красные цвета, как раз королевства вандалов древнего. И таким образом мы существуем. Наше братство несколько более централизовано на данный момент. Мы присутствуем в 20 регионах России, в самых крупных студенческих городах, где, а, скажем так, большое количество студентов, которые обучаются и готовы вступить в нашу организацию. А, наше братство существует в нескольких видах. Это региональное отделение или корпус, когда отделение развивается настолько, что включает в себя достаточное количество участников. Как можно заметить, мы довольно молодая организация после нашего возобновления нашей работы, поэтому большого количества выпускников на данный момент у нас нет. Тем не менее, мы тоже сохраняем традицию собираться теми людьми, кто уже закончил университет, и общаться, вспоминать студенческие годы, помогать более младшим участникам для построения их карьеры в личной жизни и в других вопросах. Да, у нас ситуация очень похожая. Единственное отличие, у нас у каждой корпорации есть своя резиденция, свой дом, где студенты также могут и остановиться, переночевать, могут даже жить там. Соответственно, это такое общежитие, в том числе, где могут собираться участники корпорации. У нас на данный момент ситуация с корпорациями, с братством не настолько развита, поэтому своих резиденций у нас нет, но в некоторых регионах у корпусов есть свои офисы, где проходят мероприятия, где мы можем собираться. Я знаю, что в Германии это называется кнайпе, общее собрание под хорошую атмосферу. Вот. Помимо этого, вы упомянули, что студенты в Германии в былые времена имели право на ношение холодного оружия. В Российской империи была ровно такая же ситуация. Более того, каждый человек, который закончил университет, становился дворянином, получал личное дворянство и право ношения холодного оружия и в студенчестве, и после выпуска. Да, в Германии и Австрии студенческие корпорации, они поддерживают зачастую очень древние традиции. Вот вы упомянули Кнайпе, это как раз общее собрание студентов. Это особое собрание по особому ритуалу, произносятся застольные речи, тосты, поют песни, причем очень древние, некоторым песням по 200, по 300 лет. В основном это патриотические песни, которые настраивают на соответствующий дух. Если говорить о нашей деятельности и наших традициях, то на данный момент, конечно, в России есть определенные проблемы с
законодательством, касающимся оружия, поэтому мы развлекаемся как можем. Например, мы возрождаем такую прекрасную русскую традицию, как бои стенка на стенку. Это когда две команды людей, в данном случае по 20 человек, встают друг напротив друга во всей амуниции, подготовленные, и бьются до тех пор, пока не выдавит одну из команд за линию поля. Я уверен, что на австрийских, немецких улицах, в принципе, можно видеть примерно такие же истории, но у нас это все легально, максимально подготовлено и профессионально. А что касается студенческого фехтования или мензур, то это также проба мужества или испытание чувств, испытание мужества. Таким образом, главное, чтобы человек не боялся. Здесь основная задача не победить, а именно преодолеть страх, выйти на ринг, на поединок. Это все легально абсолютно. Мы используем защитное снаряжение, чтобы возможные травмы были минимальны. Прекрасно. Но мы на самом деле, тоже изучая историю, в том числе немецких, австрийских и других немецкоязычных братств, начали тоже проводить небольшую группу по фехтованию. Так что если встреча с вашей корпорацией состоится, то мы, конечно, с удовольствием попробуем. Но этому надо учиться. Это очень сложный вид фехтования. Если говорить о других традициях, то, конечно, я уже упомянул балы, которые у нас проводятся. Зачастую именно на этих мероприятиях наши корпоранты делают предложение руки и сердца своим будущим женам. У нас уже довольно большой пул таких семей образовался. У нас тоже такая традиция есть. Прекрасно. Мы очень похожи. Если говорить о нынешнем положении братств в Европе. Мы тоже знаем и наблюдаем, как такие группы, как Антифа и другие подобные организации максимально стараются маргинализовать сообщество, даже те, которые никаким политическим образом не маркированы, не признают себя даже там консервативными. Я знаю, что многие корпуса являются свободными от политики, и каждый человек выбирает сам свою ориентацию. Что касается консервативных сил в студенческих корпорациях, то на сегодняшний день они скорее в меньшинстве. Они не представляют большинство по численности, но они представляют собой именно элиту всех вот студенческих корпораций. Если говорить про Россию, то, конечно, у вас одна проблема, у нас другая. В России после советского периода не так сильно распространены корпорации, и мало кто о них просто знает. Студенческая самоорганизация останавливается на том, что администрация вуза устраивает дни дружбы народов. Мы это называем фестиваль узбекского плова, который очень популярен у администрации, но не очень популярен у студентов. Администрации вузов любят организовывать какие-то спущенные сверху мероприятия, но при этом не слушают то, что хотят студенты. Мы стараемся популяризировать студенческие корпорации для того, чтобы больше людей о них узнали и, соответственно, приходили к нам. Да, в Германии и в Австрии тоже существуют такие государственные структуры, государственные организации, союз университетов, академический союз, но они все леваки, они работают против нас, они наши враги. В России это не столько леваки или правые, это просто часть государственного аппарата, который в вузах присутствует и реализует определенную политику, как она им представляется. Хотя президент России, другие публичные лица зачастую делают совершенно другие акценты, но по инерции эти люди продолжают реализовывать какую-то политику, которая никак не связана ни с интересами русских людей, ни с интересами студенчества. Да, конечно, ситуация сложная, посмотрим, как будет развиваться дальше. Но если ваша инициатива сумеет выдержать испытание временем, если сумеете на протяжении десятилетий развивать и распространять эти традиции, то мы, я думаю, увидим совсем другую ситуацию. Главное здесь это верность цветам своего товарищества, своего братства. Да, у нас на данный момент нет такой традиции присваивать цвета той или иной корпорации, той или иной организации. У нас есть членские значки. Вот у меня на лацкане моего пиджака кандидаты их не имеют, кандидаты имеют другие знаки отличия, ну и, соответственно, выпускники имеют тоже своеобразные знаки. Если говорить о а, политической ситуации и тому, как она развивается в Европейском Союзе, в Австрии и других странах, как вы считаете, есть некие такая тенденция, которую мы называем правый поворот. Какую роль корпорации играют в этом процессе и корпоранты, которые являются выпускниками а,
вузов. В Европе, в Германии, в Австрии действительно правые партии набирают очки, они получают все большую популярность, но в университетской среде пока что царят именно левые идеи, представители левых партий, и пока что это непреодолимая ситуация. Вероятно, это тоже связано с поколенческой историей, потому что эти люди были воспитаны в свое время, и до тех пор, пока не придут новые студенты, которые более широко смотрят на политику, на мир вокруг себя, и пока они не станут профессорами, вероятно, эта ситуация и не поменяется. Насколько вообще активно выпускники корпораций идут в академическую карьеру, то есть становятся профессорами, учеными и остаются в университетах? Или это пока что очень малая прослойка людей, которые просто не позволяют развиваться? Что касается гуманитарных наук, то довольно мало. В основном это либо техники, либо юриспруденция, либо медицина. Что касается профессорского состава, то мало. Профессоров именно вот наших взглядов мало. Мы в своей работе стараемся выстраивать отношения с консервативными профессорами, профессорами, которые придерживаются христианских ценностей, для того, чтобы нам было проще перенимать их опыт и не наступать на на какие-то грабли, попадать в какие-то ситуации, когда наша молодость мешает нам правильно выстроить отношения с университетом и вести свою работу. Да, это очень правильный путь. Очень надеюсь, что в будущем нам удастся, чтобы и наша молодежь с обеих сторон сумела наладить контакты друг с другом для развития нашего диалога. Мы были бы очень рады. Das würde uns sehr freuen. Спасибо за уделенное время. Vielen Dank für Ihre Zeit.